что, всем привет! Давно скучали по хатыдешке, пропали, потеряли. Ну что, сегодня к нам едут гости, будем готовить плов. Я очень люблю плов. И сейчас из говяжьего мяса будем его готовить. Честно сказать, из всех блюд, плов и жареное мясо люблю. Мучное я особо готовим, потому что родители любят. Особо сказать, что я люблю, нет. А сегодня едут к нам гости, бабашкины, сестры, племянница и брат. Вот. Они попозже приедут, а сейчас хочу приготовить, чтобы когда приехали гости, чтобы уже с ними посидеть. Из-за этого, когда гости предупреждают, что приедут, с одной стороны, это очень удобно. Приготовил, чтобы потом уже спокойненько. Сейчас начну жарить плов, если еще успею, хочу приготовить рулетик. Как в детстве, с орешками и со сгущенкой. Ну, в принципе, успею, потому что он очень быстро готовится. Там 10 минут выпекается, 5 минут готовится, 3 минуты сворачивается, и все. Я люблю такие рецепты. Ну, конечно же, сейчас с вами вместе мы приготовим. Вам желаю приятного просмотра. Если скучали, пишите в комментарии, поддерживайте. Если я увижу от вас обратную классную поддержку, то ждите от хатыдешки влоги в неделю 3 раза, как обычно это было. Многие, конечно, мне в инстаграме пишут, когда новый влог. Я к Сметолса возвращаюсь. Потому что мне вас не хватает. Но на протяжении полгода, как я приехала в Крым, я вот сейчас вам честно скажу, у меня просто нету времени. Я на работе, пока туда-сюда, я домой уже приезжаю никакая. Уж какой влог, такая уставшая, вам не буду выходить. Я же хочу вас заряжать позитивом, энергией своей. Вот. А на следующей неделе я лечу в Турцию. Так что поедем с вами. Сметался, буду дорогу снимать. Вы любите такое. Полгода не была в Турции, представляете? Время просто пролетело. В ноябре прилетело, а уже май. Да, полгода. Капец. Сегодня 1 июня, День защиты детей. И я купила сегодня, кстати, билеты. Ждала, когда подешеветь, но более-менее взяла, не сильно дорогой. Но я думаю, что дешевле не будет. Она? Ты там в прихожке? Ну? Мясо посмотри, что прокрути еще раз, пожалуйста. Вот. Купила билет, сейчас скажу, сколько я купила. За билет купила с багажом 23 килограмм, ручная кладь 5 килограмм. И маленькая сумка 5 килограмм. Это в итого получается 33 килограмма. Вот. Резать хорошо будет уже. Ага, хорошо. Короче, мне обошелся билет Сочи, Стамбул 10 700. Ну, это нормально. Тем более лето сейчас. Нормально взяла. Раньше вообще дороже брала билеты. И по 20. Ну, через турагентство дороже выходит. Я заказываю через Авиаселс. Научилась сама. Там ничего сложного нету. Данные в паспорте вписал, оплатил. И сразу моментом билет пришел мне на почту. Конечно, я авиалинию люблю. Как она называется, авиалиния? Азимут не люблю, но пришлось с ним, потому что у меня знакомые летят тоже 8 июня. Я подстроилась под них, чтобы с ними увидеться, с ними доехать. Короче, если, конечно, они не будут против, я обязательно вам сниму. Все, погуляем 2 дня в Стамбуле. В этот раз я хочу походить по детским магазинчикам. Тоже поснимаю, покажу, как это выглядит вообще в Турции. Если что-то интересное, красивое найду, обязательно закуплюсь и отправлю в Крым для магазина. Вот так вот. Надеюсь, что влоги вам будут интересные. Ну, вам готовка, конечно, больше нравится. Так что планы на этот месяц у меня чисто отдых, Турция. Потом я вернусь, я хочу остаться на несколько дней в Сочи. Мы хотим поехать. Я давно очень хотела Абхазию и в Гагры. Это мы все успеем за 2 дня. И, короче, до дня рождения я с Сметолса вернусь домой. Вот такие вот наполеонские планы. Построила планы я так. Ну, посмотрим, как что сложится. А там уже Сметолса будем смотреть. Много чего хочу с вами болтать, потому что я же давно не выходила к вам.
Теперь выхожу. Уже потеплело, уже и на улице можно готовить. Сейчас кısmet уже в Турцию смотаюсь. Потом приеду. Я никак не куплю себе мангал и ocak. Сейчас закажу, пусть привезут мне ocak. И все. Приеду, будем готовить с вами на костре. Вот сегодня тоже можно было на костре, но сейчас пока бабашка занят, не буду его отвлекать, пока он мне все сделает. Мне сейчас на газу быстро-быстро. Плов. Вот так вот. У меня домработница Шурка вот пришла. Да, домработница? Поздоровайся с подписчиками. Селям алейкум. Ну, Селям алейкум. Да, Наши уважаемые подписчики, наши любимые. Всех мы любим, уважаем. Я приехала, я вернулась в свой родной дом. Да. Анашка всегда комментарии читает, только она не отвечает. Ой, а я рыбок не накормила. Они, наверное, подумают, что опять хозяйка уехала. Угу. Я пока свои обязанности войду. Рыбки голодают. Страдает кто? Рыбы. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Они тоже, наверное, такие песни. Да. Фу, я думаю, морковки много, что ли? Вообще я люблю очень морковку, а Нашка не любит. Нет, сильно много тоже не надо хочу. Я на одну не буду бросать. Да, и еще много не бросать, потому что она сочная, потом сочная, один сладкая получается сладкая. Не хочу, чтобы сладкий. Все, морковку нарезала. Теперь сейчас нарежу лучок. Я морковку люблю крупно нарезать. Ой, морковку, лук тоже крупно нарезаем. Она все равно ужаривается. Мы один раз в гости ездили и тоже плов приготовили, агашка. Курдюк обжарили они, а потом все остальное. Это так вкусно было. Блин, надо тоже так попробовать. Раненую, чтобы не воняло, а то когда воняет, не люблю. Короче, на днях будем с вами вместе собирать чемодан. Много брать ничего не буду, потому что у меня там есть одежда. Летняя вся одежда там. Знаете, вот если вы тоже путешествуете, собираетесь, думаете, да, готовитесь, никогда не берите много одежды, вы все равно ее не оденете. Вы влезете в ту одежду, которая вам удобна, и будете в ней ходить. Это проверено за 4 года мною. Да не за 4 года, куда мы не ездили, всегда так чемодан вещей берешь, по сути, ни половины не одеваешь. По сезону берешь то, что надо, и все. Однажды услышала, что я купила билет. Расстроилась. Наверное, боится, что я уеду, опять не приеду. Я подвинула, где мокрое. А? Я подвинула, где мокрое. Там не мокрое, я там не вытирала. Мясо обычно крупно нарезаем, но последние вот несколько раз я мясо нарезаю кубиками. Не сильно мелко, не крупно. И чтобы так в плове было много мяса. Я люблю, когда ты кушаешь и... Задела ее. Обнузы, если мне теперь хочу, я говорю. Все добро. Люблю, когда в плове много мяса. Когда ты кушаешь, и тебе мясо попадается. А не вот этот один кусок на весь плов. Из-за этого побольше бросаю мясо.
Вот я не знаю, когда я вот, вроде ножи острые, все. Когда вот морковку нарезаю, натираю вот здесь мозоль. Всегда так. Сейчас опять напрягла. Потому что ты ручку свободно держишь. Да, прям морковку разве свободно можно держать ручку? Потому что я быстро-быстро не как вы, медленно не делаю. Жалко, что у меня камера не ходит, а так бы вот этот весь процесс бы снимал, кто чем занимается. Удобно, вот так мясо заморозили кусочками. Это какой кусок надо, беру. Сильно большие не резала. Вот, например, сегодня мне понадобилось 2, я взяла 2. Надо 1, взял 1. Вот это кусок большой не размораживаешь. Очень удобно. Берекетли все равно. В предыдущем видео же видели, как мы разделывали мясо, зарезали от быка. И этот. Вот так вот. Ой, сейчас, знаете, у нас мясо подорожало. 1000 рублей мякоть стала, что ли? Какие цены на мясо? Пишите. С какой страны вы нас смотрите? Какие цены у вас? Очень интересно. Рубрика. Ой, кстати, сейчас с Металса в Турцию поеду. Вот этот вайб Турции, рынки. Надо будет снять с Металса. Рыночек, рыночек. Мясо, видите, немножко с жирком. Наоборот, вкусненько будет. Пока жарится, я еще съедаю этот жир. Небось, полы ты даже не мыла. Бессовестно! Каждое утро мыла! Я знаю. Каждый день! Ой, я тебя проверила. Ты мне говорила, что убиралась, полы мою, на работу опаздываю. Я сказала, что каждый день не мыла. Да, для Инстаграма я снимала, чтобы сказать, что я полы мыла. А, ты для доказательства? Да, конечно. Я каждый день мыла. Влажную уборку у меня каждый день была. Машаллах. И за этого я на работу... Ой, блин, этот лопнул этот мозоль. Кто лопнул? Мозоль. Да ты что? Я вот подписчикам говорю, что я билет купила, и у мамы настроение упало. Что смотришь? Я тебе сказала, не надо. Ехать? Да, баба он ругается, сидит без конца горницы. Не ругается. Он говорит, правильно, едь Да, отдыхать. конечно. Ой, как будто дочка нужна. Козумебах, да? Да, Козумебах. Ой, мои хорошие. Я думаю, что вы скучали по этой семейке. Ну что, пошлите жарить. Переместились к газовой плите. Пока я камеру везде установлю, 3 года пройдет. Я масло в плове не люблю, а Шурка любит. Вот. За это мы наливаем много масла. Небось подглядывает там еще. Слышу. Короче, 200... Я зато глазами не вижу, но ушами слышу. Короче, этот 600 грамм масла уходит. Чуть больше будет. Если будет жирный плов, Шурка будет только рада. Да? Да. Еще да, говорит. Он тогда жирненький получается, не сочный, не сухой. Видите, на влажную уборку уборщица пришла. Она может помахать тут в кадре. Я и только... Мне кажется, она специально ходит со шваброй перед камерой. Как в турецком фильме, да? Это турецкий фильм раньше смотрели, еще когда только-только они выходили. И там, получается, этот фильм какой-то, это там съемочная площадка, типа, ну, фильм, типа, где-то кто-то снимается, но это фильм идет. И отец ходит возле камеры вот так. И туда, и сюда. И мама иногда тоже такая же. Вот и я такая же. Пусть Я мама такая есть, такая услышит, есть. пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Сейчас я еще принесу миксер для рулета. Мама полы помыла, а я здесь хожу.
Алиса! Gel seni alayım, ben de senin olaydım. Baban razı olmasa alıp seni kaçayım. Gel seni alayım, ben de senin olaydım. Baban razı olmasa alıp seni kaçayım. Gel seni alayım. Нет, это по-другому называется песня. Bahçede hırım kızı, yanakları kırmızı. Alma verdim, almadı. Gelsin. 18'dir yaşları, gel seni alayım, ben de senin olaydım. Baban razı olmasa alıp seni kaçayım. Эх, молодость была такой. Baban razı olmasa alıp seni kaçayım. Gel seni alayım, ben de senin olaydım. Baban razı olmasa alıp seni kaçayım. Она обычно, она же, когда убирается, включает свои песни и слушает. Что-то сегодня не включил. Ой, запела. Вообще, честно сказать, у нас бабашка сам по себе в мозг выносит анашки. Если я куда-то собираюсь, он в мозг выносит ей. Почему, зачем, вот сейчас это надо. Мне ничего не говорит. Короче, обжариваем мясо. Знаете, что я еще делаю? Сразу подсаливаю. Потом вкус другой мяса получается. Ну, во всех блюдах так. Короче, жарим мясо, потом лучок, а потом морковку. А кто как готовит, пишите в комментарии. А я приступлю, пока у меня будет жариться мясо, я приступлю готовить, как оно называется? О, рулет. Вот, пошлите готовить вкусный рулет. Мои хорошие, смотрите, получается, рулет буду делать куриные яйца, короче, я все пропорции напишу. Орешки я сейчас поставлю жариться. У меня куриные яйца совсем как япончатые, маленькие-маленькие. И сейчас бежать покупать яйца, но времени нету. И, короче, нам Тедешка приносит гусиные яйца, я очень люблю, вот, такое большое. Одно его брошу и те маленькие, вот так вот. Все, вот так вот яйца, сейчас это чуть-чуть собью, отправляю сахар, потом как это все собьется такую пышную белую массу, не сильно как на меренгу, а просто собьется, потом муку отправляю, и все, и в духовку на минут 10, наверное, и все. И буду скручивать. Короче, все процессы вам покажу. Пошла я это поставлю, пусть прокрутится, подготовлю. Засыпаем вот так сахар. Тем временем у нас мясо уже поджарилось. Отправляем лучок. Ой, лучок. Сейчас немножечко до золотистого цвета обжарим мясо, будем кидать морковку. Смотрите, вот так прокрутили, вот такая вот масса должна получиться, видите? Жиденькая, она не жидкая и не густая, такая же приятная-приятная. Сюда отправляем разрыхлитель, чтобы она такая воздушная у нас была. И, конечно же, мука. Немножко тесто у вас осядет, не переживайте. Оно так должно быть. По часовой стрелке муку перемешиваем, чтобы полностью она хорошенечко перемешалась. Сейчас покажу вам поближе. Кстати, какое красивое тесто. Вот это гусиное яйцо, конечно, дало о себе. Это прям такое вот желтое-желтое. Вот так вот сверху донизу вот так можете мешать.
Все, 10-12 минут отправляем в духовку на 180 градусов. Ну, вы увидите, как он сразу такой, сразу золотой станет. У вас смена закончилась все? Да. Салат надо резать. Дороги нет. Смотрите, как красиво получилось. Вообще, честно сказать, этот рулет Анашка давно хотела, да? Какой Со рулет? сгущенкой. Да. Ну ты же вчера магазины купила же. Смотрите, все, отправляем в духовку, а дальше уже я вам покажу. Все, морковку тоже отправила. Сейчас помешаем хорошенько. Немножко обжарим и все. И заливать буду водичку. А уже по приезду закинем рис. Чтобы я не люблю, когда плов холодный. Люблю горячий подавать. Но мне кажется, что эта кастрюля нам будет маленькая. Все на глаз кидаешь. Получается много. Хотя 6-литровый хазан. Вот так вот. Еще хотим кабачки были, сейчас пожарим. Обычно я их в гриле запекаю, но сейчас еще кабачки, поняли, привозные или все равно не такие же, как грунтовые. И они что-то в аэрогриле как будто не то все равно. Потому что я без масла же их там делаю. Обычно очень вкусные получается. Из-за того, что сами по себе кабачки сейчас не очень, их лучше чуть-чуть в масле пожарить. Сейчас сезон уже такой кабачков, когда пойдет грунтовый, надо будет кабачковую пасту сделать. Очень вкусно. В Турции мы в том году с Искендером часто делали. Не знаю, моим понравится, нет, но понравится, думаю, вкусно очень. Режу покрупнее, потому что они в 2 раза уменьшаются. Вот так вот нарезала. Сейчас Анашка пойдет это все пожарит на улице, чтобы здесь не воняло. Купила миксер. Дешевый такой взяла, посмотрим. Обычно дешевые вещи лучше работают. Сейчас. Сметану такую 25%. Можно сделать на сливочном масле, но я сильно жирно не хочу. Из-за этого мне легче мне со сметаной больше нравится. Просто чисто сгущенка приторная будет. И вареная банка вареной сгущенки. Какой вы любите, такой берите. Это у нас в магазине какая-то Алексеевская. Вареное молоко, вареная сгущенка Алексеевская. Вкусненько, но очень приторно. Обычно я другой фирмы беру. Все, вот такая вот получилась. Сейчас еще сбью орешки и все. Будем делать тортик, уже почти готов. Девочки, у меня получается не грецкие орехи, а вот эти обычные орехи. А грецкие же тоже были там? Нет, грецкие не так будут, это же вкусно. Как вкус детства. Зачем? Я табак дрын. Сильно не измельчаем, потому что вкусненько было. С мусором вместе. Ну, сейчас я на улицу вытащу, это сделаю и все. Потом еще пожаришь. Сейчас еще Анашкины эти покажу, цветы. Сейчас пойду Масла там нету выбить. здесь? Хорошо, когда ты на улице. Ой, в доме живешь. Короче, смотрите, вот так хочу сделать.
голова разболелась. Бензина у нас нету, лишний раз машину не завожу. Вот так получилось. Вот. Вот так. Все. Это посыпем сверху. Пошлите. А то сейчас горит наш рулет. Посмотрите, какой красивый рулет. Вот так проверяем, но он готовый уже. Вот. Видите? Все нормально с ним. Все, достаем и все. Видите, у нас духовка, мне качество духовки не понравилось. Видите, что с ней происходит? Мы ничего особо не делали, она вся вот такая вот в дырку стала. И за это фирма Ханса не берите. Пожарилась, заливаем водичку. У нас будет 1,5 килограмма риса, это у нас будет 1,5 литра воды. Кило это 200. Кило 600. Все. Теперь это будет чуть-чуть вариться. Как говорится, да, зирвак, говорят правильно. Я очень люблю в плове только зыру. За это я ее добавляю чуть побольше. И, конечно же, соль. Все, закрываем на медленный огонь, пусть варится. Как гости приедут, сразу закидываем рис, пока кофе-мофе, и плов будет наш готов. А мы приступим к приготовлению, закончим свой этот, как он называется, рулет. Вот, пошлите. Идемте, идемте, идемте скорее. Араб не хочу холса, а он да сли. Так сказала бы. Как хотел. Красота. Ой, со стороны так красиво. Такой хотела. Ну, конечно. Маслом кашу не испортишь, говорят. Нет, она так не говорит. Нет, татаржа. Араб не хочу холса, а он да сли. Так сказала бы. Нет, очень даже классно, вкусно. С горелыми орешками. Конечно, орешек много сделал. Что будем делать теперь с этим орешком? Ложками, что ли, будем кушать? Она сейчас камеру отключу, я же знаю, как ты будешь кушать. Ну вот, ложками буду кушать. Красиво, да? Ага. В духовке ничего не будешь делать? Все уже. Красота. Я на подхвате. Это орехи, вкус детства. Просто немножко орехи подгорели. А мы ждем гостей. Что вытекло отсюда? О, у мамы дома на кухне так хорошо. Да, Шурка? Я купила красивую клеенку домой. И она, знаете, впитывает каждые эти. Смотри. Давай, шутик. О, конечно. А гуляешь на все? Молодой чеснок еле натирает. Я же тебе сказала. Поэтому надо было через это... Мне кажется, хватит. Не хватит, остроты нету там. Я же морковчу добавила, остроты нет. А, укроп сейчас в огороде там есть несколько. А ты вчера кинзу еще бросила? Нет, нельзя, петрушка есть. Против. Тоже добавим. Каждый свой аромат дает. Эх, раньше в мае месяце, июне вот эту круп собирала, продавала по 5 рублей, по 5 копеек. Было Еще время. говорил, не буду брать эти маленькие пучки, будешь делать. Сейчас бы я обделала пучки бы. И сейчас бы хочу, можно было бы сдавать. Тетя Лера бы продавала бы.
А он так и занимается хаче. А, он там на рынке стоит. Да, он так и занимается. Хаче, возьми мне тоже чашку. Кордона с Келлином пожарила кабачки. Расскажи, какой салат делаешь. А знаешь, это с капустой, как всегда, делали. Мы такой салат на зиму закатывали. Представляешь? И потом стерилизовали мы их. Зимой готовый салат. И все это елось. Причем ничего у нас не оставалось. А сейчас не хотят. Большой общий сделать? Нет, хочу захол я алмағасом. Мен дағы өзім аламайым сол. Мы тоже были молодыми, вы тоже будете, как мы. Тетя мала нас влезла, не один. Как? Бізде СКБ едік, сіз долларсыз БСКБ. Были молодыми, вы тоже состаритесь. Она всегда так говорила. А молодыми останемся. Кто оставался, что ты останешься молодым? Ну, типа, он говорит, мне герик. Она с чесноком вкусно. А сыр тоже вкусно. Да? Она? Пусть в санатории забыла, что ли, все? В санатории не такая еда была. Там диетическая была. Нет, очень хорошо кормили, очень вкусно готовили. Пусть оно как в столовой, первое, второе. В общем, они все, и омлеты давали, и сырники давали. Ну, что еще? Гороховый суп, каша, это пюре. В общем, неплохо было. Поправились, конечно. А я на своих весах хотела утром взвеситься, забыла. Да прям там так не поправишься. Там все равно, мне кажется, там не такая жирная пища. Не жирная, там, но все равно хочу на весах, почему-то там 4, У них 104. весы неправильные. Я им тоже сказала. И каждый стоит, и каждый так говорит, у вас весы неправильные. Они посмеялись. Ну, конечно, и все жили. Я дома столько было. Одна единственная, кто это был, какая была, такая и осталась, мол, типа сказала. Ну, конечно, на все общее обозрение решила промолчать. Нет, они ходили, но Сане хоть и ходила, она тоже поправилась где-то. Сане в день, знаешь, она все 20, наверное, шагов ходила. Сане вообще не сидела. Молодая? Вот, на год старше меня. Она, наверное, дома ходит. Нет. Нет? Дома, говорит, некогда. Все ходили пока там. Особенно вкусно. Нет. Веселый. Это мне назвать хочу. Обычно бахчарайские лепешки привозят. Там есть один хлеб. А на магазинге товарки медленные товары тахмазай. Что бульгинде хочу от кме олажахта. 1,5 буханки там. Ну, это столько вкусного тех хлеб кому надо. Представляете, вот так гость едет, она вот так вот все делает, готовит, да, ничего не будет. Она потом говорит, Евления говорит, давай в палатке свадьбы сыграем. Вы представляете, что это будет? У вас больше перерасхода будет. А сейчас интересно, модно. А сейчас возвращается все, кстати. Да. Не, можно в палатке свадьбы, но не в нашем случае. Мне потом кажется, я там тоже буду в платье бегать. Да, конечно. Как Эльвина Перекопская. А что, она бегала, что ли? Ну, не в платье, но она помогала, потом ближе туда одела же, тогда переоделся, помнит Малину. Ну, у нее потому что в один день только свадьба была. Ну, все равно раньше интересно было. Молодость. Молодость пройдет. Та-та-та-та. Это песня была. Подписчики все спрашивают, в каком санатории ты отдыхала.
я отдыхала возле Воронцовского дворца есть санаторий Айпетри. А возле Айпетри... Нет, это возле Айпетри есть филиал Мисхора. Валеологическая здравница называется. Даже местные таксисты не могут найти это место. Оно потому что вот такая Айпетри стоит, и Родос, что ли, тоже отель какой-то стоит. И большие ворота, как твои в магазине. Вот в эти ворота заходишь и, наверное, 50-100 метров вот так проходишь вовнутрь. Уже двор это, конечно. И никто его не видит. Он со стороны, как будто его там нету. Даже таксисты не могут найти. Но мы нашли. Но нам говорят же, на 102-м, девочки мне подсказывают, 132-й пойдет. Я говорю, нет, мне надо на 102-м ехать. Смотрите, вот такая красота получилась. Этот... 102-я маршрутка до него доходит, да? Да, прям... Не, раньше он прям возле ворот стоял, сейчас там почему-то одностороннее движение стало. Она чуть выше, в общем, Айпетри санаторий останавливается. И метров 200 вот так, наверное, вниз спускаешься в это санаторий. А, Диана. Гитлер. Гости приехали. Проверь. Раньше Чайхович. О! Вы дома, да? Идемте, идемте. Сейчас. Заходите, Крыңыз. Ой, налам. Крем. Обезболивающий. Селам алейкум, hoş geldiniz, что ли? А? Yaxshısınız, алейкум селям. Yaxshi kelib chiqdingiz? Вам на... Не опасно. Я хоть отсюда. Где в поле нарвали? У вас здесь? Лапчинди, давай деньги я забыла. Ладно, ничего. Зера, не забывай. Мен папаңа айтайын хатче. Папаң қыбырдаған жоқ. Қашан бардың? Мен отоғын дедім да. Куда? Да. Қайсы санаторияға бардың şimdi? Ялтада мı? Ялта, этот... Воронцовский дворец близко, где были, хоть нет? Там замкысы. Вот где было. Мен келмеймін. Мен ойлешім істеймін. Мен да всташкин ТВ машина. А вот именно будущий... Ах, деген не yok. Yok, да. А для пробы можно бахнуть. Қашадың ба? Мен бегенмін. Вкус как будто... Не, жирі бар, сладкий. Ой, даже пахнет шоколад. Да, да. Пахнет. Да, şimdi шоколад серьезно, да? Фындык 21 века. Да. Как и виноград, вот это, да, ну. Çok. İskender selamünaleyküm oğlanım. Türkiye'ye selamlar. Aleykümselam oğlum, aleykümselam. Здесь у нас в огороде ежики. Пошли к нам, идем. Клубник ашаcaksın. Клубник ашаcaksın. Çilek ашacaksın. Pilav yaptın mı kızım? Да не, я не знаю, Нет, что. натуральный плов. Нет, обычно. Biraz korunuyor. Очень хорошо. Темный сирень. Ben de sevmiyorum. sevmiyorum. Beyaz yapalım. Ola soğansız moğansız yapalım. Benim ellerim ağrıyor. Yok, ben de хачи sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Темный плов. Ruslan eriyor, Fulya seviyor. Ancan Да. plov. Sen yapalım. Ben de yakında öyle filcan çıkman hepsini attım Zera. Takayım yedim. Başta filcan su verirdik Şerbet, da. Şerbetke deydik. Корочка. Тоже без корочку. Из фака? Берете? Не, корочки не надо. Обычно biz o Fatma напая şöyle korочka var. Да? А, sevmiyorsun? Мен анам тişleri протезлıydı. И постоянно bu hat ötmeklerini yerine şöyle. Ой, всем зор такой. Yok, какая разница? Кесарь. Bana sarılıyor. Abim ya.
Ziyara gelin selam aytıp koyar. Ay aleykümselam aleykümselam. Neler olar da hepsi de aleykümselam. Rifat koy, indi Rifat. Ruslan. Da. Ne da? Ciğerine kayır. А мы приходим зорненький. Я первый раз в жизни плов перевернула. Çay geldi. Sana böyle gelirlerinde kavga bayıracak. Yakında. У Казан'dan mı? Çizata da geldim. Sündüstü var ya da doğrular ne da. Namaz kılaydım bayağı Abi yeter hadi galiba. Мало будет, у меня ножки мало. Далеко olmasın. Да нет, нормально. Тяжело махать. И мен ингалятором пользуюсь. Но там дышать легко. Аж еле-еле дышишь, бокслером недом. Забитой инвалидности. İki hafta oldu. 18 kun oluşum gerekiyor. Вообще, по идее, yarın kaçımız. Bugün sabah kaçımız Da. gerekiyor. Minot oldum kaçımız. O da işte o kadar temiz yerde. Кызду. 3 kilo var mı? Aklına gelmedi. 1,5 килограмма. Zara koymadın. Хойду. Koydun. Она хочет что-то покажу? Что покажешь? Угадай, что у меня в руках. Папа, не смотри назад. Угадай. Baban görse aytma becermeyecek olma. Вот. Yandan aldın. Скажи. İnternetten. Какой раз? Ты что, хорошо, что не спросил, сколько стоит? Kaç olmuşum? Это бавовна. Да. Это искусственный, да? Нет. Натуральный памук. Ufala. Просто одесını головкага клеили, наверное, да? Клеили просто потом палочки. Yok. Склеили в Ташларсене. Ben gelgende Uzbekistan'da tekrar ne davranıyorlar. Son Ano sonra bu? durdu iletip gittim ha. А ну, наверное. Коробка Bu apteçli pamuk. Да, они просто обленилерны, сардлар, вот это все Извините, живое. вернуть не смогу. Спасибо. А что ты не вернешь? Это обыкновенная медицинская. Да, мрабонесы. Teli nasıl koymalar bakayım için. Хотя при них ничего не надо. Nasıl? Ne sarılır? Она бы поверила, наверное, как и я. Нет, я на самом деле, Абларбаха, она искусственный гуш, а моя палочка. Нет, это настоящий. Аблар, да. Мен очень ишандым, что это настоящий. Абна не сообразила, мен. Мои же улетят калардон умайды, бухадар. Мен баханчыз долмадым, конечно. Аблар я поняла, а почему семян нету тогда? Узбекистан поеду, привезу. привезу. Отдельно медицинской другой была, что O'ziniki ли? bo'lsa to'kilib ketadi. U turmaydi, o'ta turadi. Aqib ketadi. Aqib ketadi. Ya öyle pışını güzel duruyor. Uloqni da pishna turadi, Baba normalde. problem. Abi